Итак, девочки, сейчас мы будем с вами переходить на другой узор. И что я хотела здесь очень важное для вас отметить. Тот момент, что когда мы вязали вот эту верхнюю часть, я вам говорила, что у нас вот одна вот эта четвертинка должна быть 1/4 объема груди по верхней линии, быть равна. Так как мы немножечко здесь расширили наш узор, то у вас тоже должно получиться чуть-чуть свободнее. К чему я это говорю? Что платье у нас будет без особого расширения, у него не будет расширяться, нигде никаких секций мы добавлять не будем, как обычно я делаю в своих платьях. Мы сейчас от талии будем вязать вниз полностью одним узором без расширения. Поэтому очень важно вот на этом этапе вам измерить вот эту вот ширину, то есть вот от начала до конца, примерьте на себя. Если у вас существенная разница в фигуре, допустим, объем груди, образно говоря, 90, а объем бедер 140, да, то вам нужно будет делать прибавки именно вот здесь, в этом ряду. Я сейчас начну переходить на другой узор, я вам кратко об этом расскажу, как это делать. Ну, поэтому давайте будем с вами приступать. Сразу хочу вам здесь что показать. Смотрите, я закончила, у меня закончился раппорт, именно вот я провязывала столбик воздушная петля, столбик воздушная петля вот на этой части. Сейчас я должна была переходить и вязать вот эти вот воздушные петли из 4 воздушных петелек, да, вот эти цепочки. Так вот, на этих цепочках мы будем переходить на следующий узор. У нас будут вот такие ракушки, которые будут идти одна над одной. Это ракушки большего размера, они с сеточкой и очень красиво смотрятся. Конечно, мы не будем делать в облипку, мы возьмем небольшой припуск, и, соответственно, у нас не будет сильного облегания, будет достаточно свободное, но и это не будет какое-то полусолнце или слишком широкое платье. Итак, смотрите, в чем здесь особенность. Вот если мы обратим внимание на эту схему, да, вот условно смотрите, вот у нас одна ракушка, вот она у нас одна ракушка. И если вот мы сейчас начнем вязать цепочки из воздушных петель, вот условно, так как у нас рисунок уходит в бок, то на одну ракушку у нас приходится 3. Раз, два, три. 3 цепочки. Соответственно, каждая цепочка у нас идет из 4 воздушных петелек, да, то есть у нас здесь получается условно раппорт 12 воздушных петель по этому узору. А здесь у нас раппорт 16 воздушных петель. Значит, чтобы нам перейти вот в этих воздушных петлях, потому что здесь у нас тоже узор начинается вот с этих воздушных петель, да, нам, соответственно, сейчас нужно будет добавить петли и потом уже провязывать вот эти воздушные петельки на новый узор. Что мы будем делать? Как я здесь буду делать и как предлагаю вам делать вместе со мной. Условно говоря, мы сейчас будем провязывать столбики без накида. Вот в каждую воздушную петельку, в каждый столбик воздушную петлю. Но если мы с вами просчитаем, вот если мы даже начнем считать по раппорту, вот смотрите, вот у нас закончился эта ракушка раппорт, да, и вот мы считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, да, то есть у нас идет 13 и 14 столбик. Вот у нас 14 за счет вот этих воздушных петелек, а нам нужно 16 на этот узор, то есть нам нужно 2 петли добавить. Поэтому мы будем добавлять дополнительные петли вот здесь и вот здесь, то есть вот в конце ракушки. Мы будем провязывать столбики без накида. Сейчас вот по этому ряду мы в каждую петлю будем провязывать столбик без накида. То есть мы провяжем вот в этот столбик, вот сюда в начальный столбик,
1 столбик без накида. Вот в эту воздушную петельку мы провяжем 2 столбика без накида. Дальше в каждую петлю и в каждый столбик мы провязываем по столбику. А вот в эту последнюю петельку мы опять будем вязать 2 столбика. И тогда у нас получится тут 2 и тут 2, 4. Этот начальный 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. У нас как раз получается ровно по вот этому раппорту. Поэтому сейчас мы с вами давайте обвязывать наш нижний ряд. Так, где у меня закончилось вязание? Вот у меня как раз закончилась, вот она, наша ракушка. Вот я делаю подъем на следующий ряд, провязала одну воздушную петлю, и в этот столбик у нас это вот этот столбик, вот, условно говоря, вот этот столбик, вот у меня ракушка, и вот сюда я вяжу столбик без накида. Сюда же я провязываю столбик без накида. Провязала. Далее у нас вот она воздушная петля. Сюда мы вяжем 2 столбика без накида. Вот она воздушная петелька. Сюда вяжем 1 столбик без накида и 2 столбик без накида. Далее в каждый столбик воздушная петля, столбик воздушная петля мы провязываем по 1 столбику без накида. Столбик. Вяжем столбик без накида в воздушную петельку, столбик без накида. В этот столбик вяжем столбик без накида в воздушную петлю. Столбик в воздушную петлю. Столбик без накида. В воздушную петлю. Опять столбик без накида. В воздушную петлю, опять столбик без накида, и вот я подошла к концу. Вот у нас воздушная петля, вот это вот сюда я подошла. Сюда мы вяжем опять 2 столбика без накида и начинаем следующий раппорт точно так же. Провязываем сюда 2 столбика без накида, и мы получили 16 столбиков. За счет увеличения столбиков вот именно вот в этих рядах. Что хочу сказать для тех, у кого, допустим, разница между объемом груди и между объемом бедер. Именно вот в этом ряду вам нужно будет добавить петли. Если у вас большая разница, посчитайте количество вот ваших вот этих ракушек, сколько у вас по ряду идет этих ракушек. Соответственно, на каждую ракушку, как мы с вами посчитали, у нас приходится, да, вот считаем еще раз с вами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 петель. Посчитайте, сколько здесь петель. Сколько вам нужно добавить. То есть вот вы примерно по ракушкам, вот по этим, вот вы измерили, померили на себя и смотрите, что вам примерно, можете в сантиметрах измерить и в сантиметрах взять, да, можно по ракушкам примерно, вот, ну вот столько бы мне добавить, да, вот мне было бы нормально. Значит, соответственно, посчитайте, сколько здесь петелек, и тогда добавляете. Тогда вы можете добавлять вот в каждую вот эту воздушную петельку по 2 петли. То есть добавки, прибавки делайте вот в этой вот арочке, да. То есть вот сюда мы по 2 добавили, где-то вот сюда по 2 вы можете добавлять. То есть добавляйте пропорционально, чтобы у вас по всей окружности вот этого нижнего ряда было одинаковое количество петель.
чтобы не так, что вы в одном месте добавили больше, в другом меньше, и у вас получилось, что там сзади у вас больше собирается, а спереди у вас в натяжку. Поэтому равномерно распределяйте. И таким образом мы провязываем полностью по кругу и завершаем столбиком, соединительной петлей вот в начальный наш столбик, который мы здесь провязывали. Поэтому провязываем и добавляем петельки. И дальше будем уже переходить на следующий узор. Вы можете сейчас этот узор себе опять же заскринить. Девочки, хочу рассказать вам, с чем я столкнулась при переходе на второй узор. Когда я провязала 2 раппортных ряда второго узора, я поняла, что у меня получается слишком пышно, и такая пышность мне вообще не нужна. Я полностью распустила до первого нашего узора, и я даже убавила петли, потому что я понимаю, что для меня это слишком пышно, и меня такой результат не устраивает. Я вот повесила маркер специально для того, чтобы вам показать, что даже при убавке петель у меня ничего не сборит. И каким образом, если вот у вас такая же ситуация получилась, в принципе, вы когда начнете по этому узору провязывать, провяжете уже первый раппортный ряд, да, высоту, вы поймете, что у вас либо вам слишком широко, то есть свободно, не свободно, а пышно, да, либо вас это все устраивает. То есть для каждого свое, для кого-то, например, вполне устроит определенная пышность. Я захотела не настолько пышно, и поэтому я убавляла петли. Каким образом я убавляла петли? Смотрите, как я делала убавку. Я провязывала не в каждую петельку, то есть вот если мы вязали столбики без накида, мы вязали в каждую петлю, и даже вот в этих местах я вам говорила, что мы будем удваивать по 2 петли, да, чтобы довести до раппортного ряда столько, сколько нам необходимо. Я полностью убрала отсюда все двойные столбики. Мало того, что двойные столбики я убрала, я вообще сюда не вязала. Я вязала только вот таким образом. Я сюда вязала, сюда, 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 эту петлю пропускала, и далее вязала вот так. Я вязала только вот в эти столбики. Все. Когда я довязала до этого, я переходила к следующему столбику. То есть я для себя убрала количество петель, которое мне было лишним. То есть получается, из одного раппорта я выкидывала 1, 2, 3, 4 петли. То есть у меня из одного раппорта убавлялось по 4 петли. И эта ширина, то есть не ширина, это высота, вот именно вот когда я провязала узор, вот эта высота этого раппортного ряда, она мне дала понять, что мне столько раппортов не нужно. И если у вас случилась такая же ситуация, то перед тем, как распускать, посчитайте, сколько вы провязали раппортов, вот именно вот этого второго узора, сколько у вас получилось. Прикиньте, сколько раппортов вы хотели бы убрать, скорректируйте по количеству петель, и, соответственно, вот по последнему ряду, именно по этому раппорту, да, вот где у нас кратность раппорта здесь равная 12, именно подведите, чтобы у вас вот по этому крайнему ряду вы знали, сколько вам петель убирать. И когда вы уберете эти петли, вот как я вам показала, вот видите, я убрала по 4 петли с ряда, вот таким вот образом у меня это получается. У меня нигде ничего не тянет, стяжки никакой нету, стяжения, да, с учетом того, что все равно мы будем поясок сюда вставлять. И поэтому оно все отлично выглядит. Поэтому вот мне пришлось распустить и вам специально дописать дополнительное видео, потому что я поняла, что кто-то из вас может столкнуться с такой же ситуацией, что получилось вот как баба на самоваре, слишком пышно. Поэтому я сейчас до конца начну убавлять необходимое количество мне петель и переходить уже на этот узор, как в принципе я вам и показывала. Все, я провязала
по последнему ряду добавила по 2 петельки воздушной петли между вот этими столбиками, как я вам показывала. Провязала все столбиком без накида. И теперь мы с вами будем переходить на наш узор. Я здесь вам немножечко отметила. Я думаю, видно вам будет. Так, сейчас попробую приблизить. Так. Вот так. Вот смотрите, я отметила вам ручкой. Крестиком это столбик без накида. Вот мы сейчас будем поднимать следующий ряд. Провяжем воздушную петлю и в эту же воздушную петельку, откуда вязали, провяжем столбик без накида. Далее вот 5 я написала. У нас все цепочки будут вязаться из 5 воздушных петель. У нас 5 воздушных петель, 5, 5, 5. И везде по всей схеме у нас по 5 воздушных петель в узоре будет. Вот видите, у нас тут везде будут по 5 воздушных петель. 5 воздушных петель мы вяжем. Провязали столбики, пропускаем 3 воздушные петельки, провязали цепочку и закрепили столбиком без накида в петлю основания. Опять из этой петли основания вяжем 5 воздушных петель, пропускаем 3 воздушные петельки, столбик без накида. Я думаю, тут вообще ничего сложного в этом нету. Ну, давайте я начну, покажу, и далее вы будете провязывать это самостоятельно. Те, кому нужно добавить петельки, я думаю, вы добавили. И давайте дальше вязать. Воздушная петля. Из этой петли, откуда я вязала, я связала воздушную петельку. И теперь сюда же я вяжу столбик без накида. Вот откуда вязала. Провязала. Провязываю 1, 2, 3, 4, 5. Провязала 5 воздушных петель. Теперь считаю 1, 2, 3 столбика. В 4 провязываю столбик без накида. Опять 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Пропускаю 1, 2, 3 столбика. В 4 столбик провязываю столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаю 1, 2, 3 столбик без накида. Вот такие цепочки у нас получаются. Поэтому провязываем мы до конца ряда по всей окружности нашего платья, нашего последнего ряда. Вот такие цепочки из 5 воздушных петель. И далее будем переходить на следующий ряд. Я закончила свой ряд. И когда я подошла к концу ряда, я соединительной петелькой соединила в столбик без накида, который мы вязали в начале ряда, вот сюда. Далее мы по схеме провязываем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель и столбик без накида в предыдущую арку предыдущего ряда. Опять 5 воздушных петель, столбик. Далее 9 столбиков с одним накидом в третью арку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Опять столбик без накида, 2 арки. И так повторяем. И провязываем 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в арку. Опять 1, 2, 3, 4, 5. В эту арку тоже столбик без накида. И далее здесь мы вяжем вот в эту арочку 9 столбиков с одним накидом. Здесь мы просто вяжем под арку, то есть не в саму петельку, а в саму арку провязываем 9 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Провязали и в следующую арку столбик без накида. Опять 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5.
столбик без накида. Еще раз, 2, 3, 4, 5, столбик без накида. И опять следующую арку 9 столбиков с одним накидом. И вот так мы провязываем до конца ряда. Я вернусь вам в конце ряда, покажу соединение и переход на следующий ряд. В следующем ряду у нас практически все то же самое, только мы будем вязать те же самые 9 столбиков с одним накидом, только между ними у нас будет по одной петельке. Я думаю, тут тоже ничего сложного. Я подхожу к концу ряда, вот я провязала 9 столбиков, 2 арки, и сейчас опять я буду провязывать 9 столбиков. Смотрите, как у нас будет завершаться ряд. Я вяжу 9 столбиков. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и 9. Я сюда, вот у меня последняя арочка, я соединяю соединительной петлей. И так как мы в начале ряда, мы, получается, во-первых, поднимали ряд, мы провязывали 5 воздушных петель. У нас, получается, шло несколько петель на подъем и несколько петель на арку. И теперь мы в конце ряда провязываем 2 воздушные петли. И во вторую, либо в третью петельку вводим крючок, вот как в начале ряда у нас было, вводим крючок, протягиваем соединительную петлю и соединяем. Выскочила у меня петелька. Вводим крючок, подхватываем рабочую петлю и протягиваем через 2 петельки, через одну и через вторую. Вот, и тогда у нас также получилась вот одна арка и вторая арка, и у нас полностью раппорт совпал. Все, теперь мы начинаем переходить на второй ряд, где у нас будут столбики с одним накидом и воздушная петля. То есть мы провязали, теперь мы опять провязываем воздушную петельку и в этот же столбик опять провязываем столбик без накида. Одна воздушная петля и сюда же вяжем столбик без накида. Далее мы провязываем опять арку и пошли вязать столбики. То есть мы в предыдущем ряде вязали 2 арки между столбиками. Сейчас у нас будет одна арка, но столбики между ними по воздушной петле. Провязали. И теперь мы вяжем 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушных петель и соединяем вот в эту арку. Соединили. Да, тут у нас будет опять половинка, которую в конце ряда мы тоже будем закрывать, чтобы у нас получилась ровная петелька. Посмотрим, подойдем к концу ряда, и я вам покажу. И теперь вот в эти столбики мы будем провязывать столбики с одним накидом. В каждый столбик мы будем вязать столбик с одним накидом, воздушная петля. Вот так. Посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбиков. Провязали. Теперь в эту арку
Следующую мы вяжем столбик без накида, 5 воздушных петелек, 1, 2, 3, 4, 5, соединяем в эту арку столбик без накида и опять продолжаем вязать столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля. И так довязываем до конца ряда. Я подошла к концу ряда, провязала 9 столбиков воздушная петля, и вот у нас начало ряда, когда мы начинали. Поэтому мы сейчас тоже провязываем 2 воздушные петельки, находим 1, 2, 3 воздушную петельку подъема и в эту петлю вводим крючок и протягиваем соединительную петлю через 2 петли. И вот она у нас получилась арка, которая у нас вот должна быть между раппортами. Провязали. В следующий ряд у нас здесь не будет между столбиками арочек. Просто мы вот в эту арку, которую сейчас провязывали, будем вязать столбик без накида. И сейчас мы будем вязать, вот мы вязали столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля. А теперь мы будем вязать столбики и в столбик, и в воздушную петлю. То есть мы сейчас удваиваем столбики. У нас сейчас будет получаться 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Да, верно? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. То есть получается вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Все верно. У нас 9 столбиков и между ними 8 воздушных петель. То есть мы это удвоили и столбик без накида в эту арочку. Поэтому давайте будем с вами вязать. Опять у нас здесь будет воздушная петля, начинаем ряд. Воздушную петлю провязали и сюда же вяжем столбик без накида. В конце ряда мы сюда просто будем вводить крючок и вытягивать соединительную петельку. Так у нас будет закрываться ряд. И теперь мы делаем накид на крючок и провязываем полностью столбики без накида. Ой, столбики с накидом, простите, девочки, столбики с накидом. Столбик с накидом, в воздушную петельку провязываем столбик с одним накидом, в столбик, в воздушную петлю, столбик, воздушную петлю, и так вяжем до конца. И в последний столбик. И просчитываем. Периодически, девочки, просчитывайте, потому что вот я тоже периодически раз в день ошибусь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Все верно. Вот у нас провязано. Теперь мы находим вот нашу арочку, в арку провязываем столбик без накида. И повторяем все то же самое. И таким образом мы провязываем до самого конца.
Провязываем до конца по кругу. Вот у нас должен получиться вот такая ракушечка, веер. И когда мы подойдем к концу ряда, мы провяжем здесь столбики и соединительную петельку соединим вот в наш вот этот столбик без накида, который мы провязывали в начале ряда. Когда мы соединим, далее у нас опять будут арки, мы будем вязать, как вот тут вот вязали арки в самом начале. Также здесь я вам говорила, что можно провязывать еще пико. Для тех, кто, допустим, будет провязывать пико, то есть тут нужно будет считать, допустим, 1, 2, 3, 4 после 5 столбика, потом 1, 2, 3 на 4 столбик, потом опять 1, 2, 3, 4, ну вот как-то после 4, после 5, да, то есть тут нужно будет примерно распределить. Вот я сейчас вам покажу, как это будет выглядеть. Я провязала 1, 2, 3, 4, 5. Провязываю 1, 2, 3 воздушные петли, ввожу крючок в петельке основания столбика и протягиваю через 3 петли. Вот у нас получилось пико. Дальше опять провязываю столбик, 1, 2, 3, 4, опять 3 воздушные петельки на пико, протягиваем петельки, и опять 1, 2, 3 воздушные петельки на пико. И довязываем до конца. И вот так у нас будет получаться, если мы будем провязывать с пико. Вот таким вот образом. То есть у нас вот получается без пико и с пико. То есть вы можете вязать хоть так, либо можно чередовать. Вот, например, одну так, одну так. То есть это на ваше усмотрение. Я вот сейчас тоже еще подумаю, как мне лучше вязать, как мне больше понравится. Можно, допустим, чередовать один ряд без пико, следующий ряд с пико. То есть это на ваше усмотрение. Смотрите, как вам больше будет нравиться, так и вяжите. И подошла я к концу ряда, провязала все полностью столбики. И вот наш столбик без накида, который мы провязывали в начале ряда. Мы вводим в него крючок, подхватываем рабочую ниточку и протягиваем через обе петельки. Так, все, мы соединили. И теперь далее у нас по схеме мы будем провязывать арочки. Мы также начинаем со столбика без накида, то есть мы провязываем воздушную петельку опять сюда, и в эту же петлю провязываем столбик без накида. И далее опять мы провязываем арки из 5 воздушных петель. Я провязала без пико, так как у нас здесь 17 столбиков, нам получается надо 1, 2, 3, на 4 части разделить эти 17 столбиков. То есть тут вот с начала столбика и с конца в третий, с конца в третий с начала. Потом через 1, 2, 3 в четвертый, 1, 2, 3 в четвертый, 1, 2, 3 в четвертый. То есть тут мы начинаем с третьего столбика. Набираем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель, 1, 2, 3 в третий столбик провязываем столбик без накида. Опять 1, 2, 3, 4, 5, пропускаем 1, 2, 3 в четвертый столбик провязываем
столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. В 4-й столбик провязываем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. В 4-й вяжем. Далее здесь мы пропускаем серединку, провязываем 5 воздушных петель. Мы остановились вот 1, 2, 3. Вот на 3-м столбике мы остановились. И следующее соединение у нас тоже будет в 3-й столбик следующих столбиков, следующей ракушки. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5. Находим следующую ракушку и считаем 1, 2, 3. И в 3-й столбик провязываем столбик без накида. Вот так. Опять 1, 2, 3, 4, 5. Считаем 1, 2, 3. В 4-й столбик вяжем. И провязываем так до конца ряда. Вот так у нас получается наша ракушка. Вот так она выглядит. Эти ракушки у нас побольше. Здесь у нас маленькие были ракушки. Эти чуть-чуть поплотнее. Сюда у нас уйдет больше пряжи. Поэтому мы сейчас уже знаем, как нам здесь переходить на следующий ряд, то есть как мы вначале делали, да, то есть здесь мы набрали, здесь точно так же, когда мы в конце ряда сюда соединим, мы провяжем 2 воздушные петельки и в 3-ю петлю ряда соединим. И точно так же начнем вязать ракушки. Здесь у нас ракушки по схеме ракушка в ракушку, то есть у нас здесь перехода нету, рисунок очень простой. И в принципе мы теперь вывязываем полностью необходимую нам длину платья. Я сейчас тоже провяжу свою длину, насколько мне хватит пряжи, и вернусь к вам для того, чтобы дальше уже начать завершать, обвязывать верхнюю часть платья и в принципе завершать и показывать вам, что и как у меня получилось. И теперь, девочки, мы будем с вами переходить к вязанию разреза, вывязывание разреза. Смотрите, нам понадобится наша схема. Я ссылку на этот узор, где мы будем его вязать поворотными рядами, приложу в описании к этому видео. Под этим видео в описании заходите и увидите ссылку на это видео. Вы посмотрите, как мы вяжем поворотными рядами. То есть я не зря выкладывала это видео для того, чтобы было понятно и наглядно, как мы будем провязывать наш разрез. То бишь, если мы здесь вязали наше платье, мы вязали по кругу, то теперь вывязывать вырез платья мы будем вязать поворотными рядами. Итак, с поворотными рядами, я думаю, вопросов у нас не возникнет, потому что я вам показывала в мастер-классе по вязанию этого узора, как у нас вяжутся поворотные ряды. Но чтобы было более понятно для себя, вот определите. Смотрите, мы должны при переходе на разрез, на наш вырез, да, сами для себя определить, где он у нас будет проходить. То есть, примеряя платье на себя, вы определяете, у кого-то этот вырез будет спереди, у кого-то этот вырез будет сзади, у кого-то сбоку, у всех по-разному. Еще важный момент, чтобы боковой шов у вас был сбоку, проходил под мышкой, да, вот с любой стороны, справа, слева, где вам удобнее, потому что если он у вас получится сзади, это будет, ну, не очень совсем красиво. Поэтому боковой шов обязательно должен быть сбоку. И когда вы провязали вот необходимую длину до того момента, как у вас начнется вырез, я вот для себя это прикрепила маркер, да, что вот у меня вырез будет находиться здесь. То есть это вот у меня правая сторона, это левая, для вас это зеркально. И у меня будет проходить вырез спереди по правой ноге. И для перехода на вырез мы должны остановиться вот на этом ряду.
вот на этом ряду. То есть мы дальше не вяжем цепочку воздушных петель, мы довязали до конца ряда. Вот я довязала до конца ряда. Вот. И здесь мы должны теперь эту ниточку закрепить и обрезать. Мы закрепляем нить и ее обрезаем. И далее мы начинаем вязать цепочки воздушных петель. После того, как мы присоединили ниточку, мы начинаем вязать воздушные петли вот на эти цепочки. И для того, чтобы у нас вырез вот имел вот такую форму, чтобы он вот у нас не был вот один на один, не находил, да, потому что у нас еще обвязка должна быть этого выреза, которая тоже будет сколько-то там миллиметров занимать, и чтобы у нас это все было красиво, нам нужно немножечко вот такое расхождение этого выреза дать, чтобы оно вот не одно на одно находило у нас полотно, а чтобы немножко вырез у нас расходился за счет того, что мы еще его будем обвязывать, чтобы он не топорщился вот так как-то некрасиво, а чтобы он красиво лежал. Поэтому что мы делаем? Смотрите, когда мы вяжем поворотным вязанием, да, как я вам показывала в примере, все мы вяжем как обычно, с тем же количеством петель. Это ничего у нас не меняется. У нас единственное будет меняться только в начале и в конце. Мы будем убирать по одной петле. Смотрите, я вот тут уже вам нарисовала. У нас здесь будет 3 петельки на подъем. Вот я вам нарисовала. 1, 2, 3 петля на подъем. Еще 1 петля на ряд. И мы вяжем столбик без накида. Вот сюда, в 3-й столбик. Все как обычно, как мы бы вязали. Только когда мы начинаем ряд, допустим, новый, да, у нас везде по 5 воздушных петель. Мы везде бы провязывали по 5 воздушных петель. Мы даже на подъем всегда делали по 5 воздушных петель. Но здесь мы 1 петельку будем убирать. Мы уберем 1 петлю. Провяжем 4 воздушные петли и провяжем сюда столбик без накида. Провяжем до конца ряда. Когда подойдем к концу ряда, мы провяжем не 2 воздушные петельки и столбик без накида, как мы делали вот здесь в конце. Вот мы делали в конце 2 воздушные петли, столбик с 1 накидом. А мы провяжем всего 1 воздушную петельку и столбик без накида. Я думаю, здесь никаких сложностей тоже не должно быть. И далее, вот когда мы следующий ряд будем начинать, мы начнем вязать не с 5 воздушных петель, а с 4 воздушных петелек. То есть мы здесь будем убавлять. Итак, смотрите, как мы дальше будем вязать. Вот я присоединила ниточку, я начинаю набирать воздушные петли, я вяжу 1, 2, 3 воздушные петли на подъем и 1 петельку на ряд. Далее нахожу 1, 2 и в 3 столбик я провязываю столбик без накида. То есть, видите, у меня уже пошло натяжение. И когда у нас плюс еще оттягиваться платье, да, будет, у нас будет как раз получаться вот этот самый такой вырез. Вот эта буковка В у нас в вырезе пойдет, вот про которую я вам говорила, которую потом мы будем с вами делать обвязку. И у нас обвязка ляжет на этот вырез красиво. Провязала, и дальше я все вяжу то же самое. 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, ничего не меняется. То есть я вяжу по кругу, дохожу до начала этого ряда, я к вам вернусь и покажу, как я буду тут вязать. Я вам покажу все 3 ряда, как мы будем вязать. Я покажу начало и конец, потому что все остальное вы уже знаете, чтобы вам было более понятно. Я подхожу к концу ряда. Вот мы с вами провязывали в начале ряда наши петельки. И теперь я провязываю последний 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, в 4-ю петельку я ввожу. И теперь смотрите, в конце ряда нам нужно было бы провязать 2 воздушные петельки и столбик с 1 накидом. Но при круговом вязании мы просто соединили бы здесь соединительной петлей. Но мы вяжем
оборотными рядами. Поэтому мы провяжем всего одну петельку на ряд. И далее делаем накид на крючок. И вот в эту же петлю, из которой мы вязали 3 воздушной петельки, провязываем столбик с одним накидом. Вот, все, провязали. Теперь мы переходим к следующему ряду. Смотрите, мы прямо отсюда начинаем провязывать 4 воздушные петли. Не 5, а 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Разворачиваем вязание. И соединяем столбиком без накида вот в эту арку. Вот в эту арку. И далее вяжем все как обычно, 9 столбиков, и провязываем также ряд. То есть мы здесь провязали не 5 воздушных петель, а 4. То есть мы опять на одну петлю убавили. Соединительная, столбик без накида. Соединили здесь мы, провязали под цепочку столбик без накида. И далее вяжем столбики с одним накидом. Все как обычно. В конце ряда мы точно так же провяжем 4 воздушные петли и сюда соединим в наш вот столбик. Я сейчас вернусь к вам и покажу, как я буду завершать ряд. В конце ряда я провязала 9 столбиков, в арочку провязываю столбик без накида, и теперь я провязываю также 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4 воздушные петли, не 5, а 4 воздушные петли. Нахожу нашу вот эту вот цепочку воздушных петель, которую мы вязали в предыдущем ряде, и в 3-ю воздушную петельку нахожу 3-ю воздушную петлю, в 3-ю воздушную петлю ввожу крючок и соединительной петлей закрываю ряд. Вот так вот у нас получается. Вот здесь у вас у многих может появиться вопрос, почему я здесь перерисовала схему красной ручкой, чтобы вам было видно по каждому ряду, как мы будем переходить с ряда на ряд. Здесь у вас у многих может возникнуть вопрос, почему я здесь конец ряда закрывала воздушную петлю и столбик с одним накидом, а здесь в конце ряда я провязываю 4 воздушных петли и закрываю в 3-ю воздушную петлю подъема. Смотрите, почему. Если мы здесь провяжем, так, я куда-то уже дела листочек, ну давайте возьмем вот этот. Если мы провяжем здесь в конце ряда, допустим, одну воздушную петлю и столбик с одним накидом, соединим, у нас крючок останется вот здесь вверху. И для того, чтобы перейти на следующий ряд, нам по-хорошему нужно здесь провязать, вот после этого ряда, как мы переходим на следующий ряд, мы бы здесь вязали подъемные петли, провязали бы 5 петель подъемных, соединили бы в эту арку и пошли бы вязать столбик, воздушная петля, столбик. Но если мы провяжем воздушную петлю и соединим сюда столбик без накида, нам неоткуда будет вязать вот эту арку, потому что мы останемся вот здесь. И представляете, у нас вырез, он вот так вот пойдет. Он у нас будет слишком широкий. Мы, получается, остановимся вот здесь. Арку вот эту вот мы не свяжем. Мы провяжем вот эти столбики, и вот эти столбики у нас тоже сместятся. У нас будет криво это вязание. Поэтому здесь в конце ряда мы провязываем 4 воздушные петли, которые будем соединять в 3-ю воздушную петлю подъема. И потом сейчас из этой из соединительной вот этой петли мы будем провязывать 1, 2, 3, 4 петли подъема, которые соединим столбиком без накида вот сюда, вот в 3-ю петлю вот наших соединительных вот предыдущего ряда, и пойдем вязать вот этот ряд. Потому что если здесь мы провяжем столбик с одним накидом в соединение в конце ряда, у нас получится неправильно, у нас слишком пойдет широкое разделение. Поэтому я специально для вас
прорисовала красной ручкой. Я сфотографирую, еще вам это все приложу. Стрелочками указала, что это мы вяжем туда. Это у нас закрываем ряд. Далее поднимаемся стрелочками 4 воздушных петли. Провязали этот ряд. И сейчас мы этот ряд, где мы провязывали 9 столбиков, будем закрывать 4 воздушными петлями. Вот как я вам показала. Мы закрыли 4 воздушными петлями в 3-ю воздушную петельку подъема. И теперь вот нам нужно отсюда, где у нас завершился ряд, провязать 4 петли на подъем, чтобы вязать следующий ряд. Вот здесь не ошибитесь. И я вяжу 4 воздушные петли на подъем. 1, 2, 3, 4. Разворачиваю вязание. И вот в эту арку провязываю столбик без накида. Вот так у нас должно получиться. У нас не должен вот так вырез уходить. Это неправильно будет. Провязали. И дальше начинаем вязать уже столбик. Столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля. Тут, в принципе, у нас ничего сложного нету. Я довязала ряд до конца. И как мы теперь будем закрывать ряд? Смотрите. В предыдущем ряду, вот если мы посмотрим, мы вязали 3 воздушные петли на подъем и 1 воздушную петлю на ряд. Вот мы провязали 3 воздушные петли на подъем, 1 воздушную петлю на ряд, и сюда мы вязали столбик без накида. Вот оно у нас. Так вот, сейчас мы провяжем столбик без накида в 3-ю воздушную петлю ряда. Находим наши воздушные петли, вот они. Находим 3-ю воздушную петельку, вводим крючок и провязываем столбик без накида и закрываем ряд. Все. Вот так мы должны будем вязать ряд за рядом. Не путайте, пожалуйста, что я стрелочками указала, мы вяжем туда, приходим сюда, потом тут же поднимаемся, пошли туда, возвращаемся сюда. Тут поднимаемся, идем туда, возвращаемся сюда. То есть здесь у нас вот такое чередование. Далее мы будем переходить на следующий ряд. Так, тут я нарисую. Мы будем переходить опять на петли подъема. То есть мы вот закончили здесь, мы соединяли в 3-ю воздушную петлю подъема. Теперь отсюда мы также будем вязать 1, 2, 3, 4 петли и столбик в 3-й столбик предыдущего ряда. Когда мы этот ряд будем заканчивать, мы точно так же, мы сюда провязали столбик, где у нас ряд, да, и мы ряд завершаем, вот как и здесь мы начинали, мы ряд завершаем, провязали столбик, далее у нас идет 1 воздушная петелька, и вот сюда в основание мы вяжем столбик с 1 накидом. Когда мы это провязали, то есть у нас здесь мы вяжем сюда, здесь это у нас вот сюда мы вяжем, это у нас вот таким образом провязали. Далее, когда мы закончили вязать, мы из вот этого столбика начинаем вязать 1, 2, 3, 4. В принципе, вот как все здесь я вам показывала. Воздушные петли, столбик опять без накида и пошли вязать следующий ряд. В принципе, здесь все понятно, и я схему вам обязательно приложу, и я надеюсь, вы заскринили. Поэтому, девочки, сейчас мы с вами вяжем всю необходимую длину нашего платья.